когда душа видит дальше глаз, как слепой основатель родового поместья и отец 5 детей вдохновил всю страну. Этот рассказ о Евгении, слепом мужчине, который сам построил родовое поместье, завел семью и стал живым символом силы духа. Можно ли, будучи полностью слепым, без денег, без поддержки, но с одной лишь мечтой, создать пространство любви на пустом поле, построить дом, посадить сад, вырастить 5 детей и обрести настоящее счастье? История Евгения кажется невозможной, но она реальна. В мире, где принято жаловаться на обстоятельства, он показывает, границы существуют лишь в голове. Евгений – человек редкого духа. Его пенсия – около $10. Первые месяцы на земле он питался дикими травами, заваренными крупами и добротой окружающих. Каждую копейку откладывал, чтобы приобрести старую бревенчатую избу. Разобрал ее и на телеге привез в свое новое родовое поместье, где начал собирать по бревнышку, почти вслепую. Первый дом сгорел, но Евгений не сдался. Он начал снова, построил. Нашел жену среди таких же, как он, мечтателей и тружеников. Вместе они создали хозяйство, родили 5 детей и стали полноценной семьей. Все, своими руками, своим сердцем, своей душой. О нем заговорили, приехали журналисты. История облетела страну. Люди начали присылать деньги, не как подачку, а как признание и поддержку. Потому что его путь – это живая легенда. Потому что он не жалуется, не обвиняет, он строит. Александр Зотов, организатор родового поселения Купелия из Винницкой области, вспоминает свое первое знакомство с Женей. Мы познакомились в 2007 году, в 16-м караване бардов. Я увидел его колоды для пчел и подумал, ну и криворукий же это делал. А потом узнал, что он слепой. И тут сам прозрел. Ты понимаешь, он строил ульи вслепую. Да он вообще все строит, не видя ни гвоздя, ни доски. Это невероятно. Александр Зотов делится и другими историями. Как-то он подошел ко мне, протягивает деньги. «Хочу диск с твоими песнями купить». Я чуть не упал, знал, что у него ничего нет. А он говорит, накопил, 20 гривен. Купил не потому, что надо, а потому, что любит. Вот в этом весь он. Я как-то спросил его, как у тебя дела? Не тяжело? А он мне отвечает, у меня все нормально, только душа болит за людей, живущих в городах. Понимаешь? Он не жалуется на себя, он за других переживает. Искренне, от сердца. Когда-то Евгений был один, не только физически, но и духовно, в поиске. Он расстался с девушкой, потому что она не разделяла его мечту. Он выбрал путь, по которому мало кто решается идти, даже с полным зрением и кошельком, но шел. И нашел ту, кто пошла с ним до конца. Сегодня у них 5 детей, настоящее родовое поместье, пространство любви, не сказка, им реальность. И это не просто рассказ об удивительном человеке. Это вызов каждому из нас, особенно тем, кто говорит «у меня нет возможности». Нет, а может нет желания. Потому что, как говорил Александр Зотов, когда кто-то говорит, что ему не хватает денег, чтобы начать создавать свое родовое поместье, я вспоминаю Женьку. Не денег, люди, вам не хватает, вам духа не хватает. Тысячи людей, вдохновленные книгами Анастасии, годами топчутся на месте, обсуждая мировые заговоры, плохую власть или соседей. Но Женя не обсуждает. Он действует, он не видит мир глазами, он видит его душой. И душа у него зрячая. Под впечатлением от этого видеорепортажа и разговора с теми, кто знал Евгения, хочется закончить рассказ словами, которые слишком метко попадают в точку. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Когда перед тобой стоит живой пример того, как слепой человек построил жизнь, любовь, дом и целый мир, любые оправдания становятся пылью. У кого есть желание, тот найдет 1000 возможностей. У кого нет желания, найдет 1000 причин. А как вы поступаете в своей жизни? Ищите причины или возможности. Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.